Итак, это обзор колонки Google Home Mini, пожалуй, одной из самых популярных колонок со встроенным Google Ассистентом в мире. Колонку Google Home Mini представили 2 года назад, она является наследницей оригинального Google Home. Если мы посмотрим на оригинальный Google Home, который представили вот уже 3 года назад, то, во-первых, он является достаточно большим, а во-вторых, он не очень-то и дешевый, его официальная стоимость составляет $100. И поэтому для тех людей, которые не хотят иметь большую умную колонку, но в то же время хотят и сэкономить, и иметь стильный гаджет в доме, и иметь хорошую колонку для прослушивания музыки, Google сделала Google Home Mini. По сути, в эту маленькую колонку установили самый настоящий Google Ассистент, который стоит в вашем Android-смартфоне. И поэтому общаться с ней можно абсолютно так же, как и с умным ассистентом в вашем телефоне. Из самого банального ее можно спросить, какая будет погода на сегодня, на завтра. Можно попросить ее поставить таймер. Если хотите что-то посложнее, то можно спросить какой-то вопрос, она подгрузит информацию из интернета и, соответственно, вам ответит. Либо ее можно попросить сыграть музыку из вашей библиотеки, например, Google Play Music, YouTube Music, либо же Spotify. Или же ее можно попросить сыграть музыку конкретного музыканта, группы, либо просто какого-то, например, стиля, там, панк, рок, рэп, не так важно, либо по какому-то настроению, например, спокойную, позитивную, либо просто веселую. А если же колонка вас не понимает, потому что сейчас она официально общается только на английском, или же, например, ваш музыкальный сервис не поддерживается в приложении Google Home, например, как Яндекс.Музыка, то можно через протокол Chromecast напрямую транслировать и подкасты, и музыку, в общем-то, любой музыкальный контент прямо на колонку, если есть протокол Chromecast. И самое прикольное, что вам вообще не нужно напрягаться. Здесь не нужно подсоединяться к ней напрямую через Bluetooth и потом транслировать музыку, либо же вставлять какую-то SD-карточку с музыкой, которую вы уже заранее скачали с компьютера. Нет, вы просто подсоединяете ее один раз к домашнему Wi-Fi соединению при самой первой настройке, и потом всю основную музыку, да вообще любую, которая только существует в мире, она будет брать напрямую из интернета. В общем-то, давайте покажу, как это выглядит. Сейчас я ее попрошу сыграть абсолютно рандомнейшую песню, например, из рока. Hey Google, play some rock music. Sure, check out this rock music station on YouTube Music. О. Hey Google, stop, thank you. Все, видите, все прекрасно работает. Как колонкой можно управлять помимо голоса? Здесь на самом деле не очень все хорошо, с моей точки зрения, могли бы сделать как-нибудь и покруче. Всего можно выполнить 4 действия. Для того, чтобы понизить громкость, нужно прикасаться к левой части колонки, мы нажимаем вот так вот и все, громкость понижается, и нам это также отображается через светодиоды. И, соответственно, чтобы повысить громкость, нужно прикасаться уже на правой части колонки, причем это нельзя делать как-то вот так вот сверху, нужно обязательно делать снизу, с краю, то есть вот так вот именно здесь. Здесь это не работает, работает это все только вот в этой части колонки. И последние 2 жеста, которые нам доступны, это зажать либо слева, либо справа, но по сути они выполняют одну и ту же задачу, они либо ставят музыку на паузу, либо ее снова проигрывают. То есть я зажимаю палец на левой грани, все, музыка проигрывается, то есть она у меня была на паузе. Зажимаю на правой грани, музыка снова ставится на паузу, опять же нажму на правую грань, она проигрывается, зажимаю, она ставится на паузу, очень тупо на самом деле. Почему бы не сделать так? Если ты зажимаешь палец на левой грани, то да, это пауза, либо плей. А если же ты зажимаешь на правой грани, то это перемотка на следующую музыку. Как по мне, это было бы намного логичнее, но вот только так реализовали как-то по-муторному. И самое последнее, что можно сделать, это отключить микрофоны, и это делается только физически, потому что при переключении вот этого ползунка микрофоны у нас отключаются, и все, они не работают, то есть к ним вообще не поступает никакой ток, так как это реализовано, например, в Яндекс.Станции. И через голос она отказывается делать, то есть ты говоришь, выключи микрофон, она говорит, я не могу. И это можно сделать только через вот это переключение. Все, микрофоны снова у нас работают. Что касается качества и громкости звука, то колонки играют достаточно обыкновенно именно по качеству. То есть у меня не происходят какие-то мурашки, если там играет музыка, либо того нет. Самый обыкновенный звук. А вот что касается громкости, здесь она мне реально понравилась. Если выставить максимальную громкость колонки на максимум, то я бы сказал, что можно проводить всякие вечеринки в комнате, не знаю, 20 квадратных метров, и музыку будет так ощутимо слышно. А если же вы живете в квартире, например, не знаю, метров 60 квадратных, то вот на пол квартиры явно музыку будет очень хорошо слышно. В общем-то, по сути, это все, что умеет эта колонка, то есть она умеет только с тобой общаться через Google Ассистент и воспроизводить какую-то музыку. Ну, например, Hey Google, what's the weather for tomorrow? In St. Petersburg tomorrow, it'll be mostly cloudy, with a high of 8 and a low of 1. Thank you. Not a problem.
Ну вот все, можно с ней только как-то общаться, проигрывать музыку, по сути больше ничего делать нельзя. Как я уже сказал, сейчас официально доступен только английский язык, ну и другие, там, например, французский, немецкий, то есть там, где эта колонка продается официально. Так как эта колонка официально в России не продается, то официально русского языка здесь нет. Тем не менее, на просторах интернета умельцы как-то находят способы включить здесь русский язык с всевозможными манипуляциями, там отключаешь колонку, потом отключаешь аккаунт, снова что-то подключаешь, меняешь там языки системы и так далее и тому подобное. И русский язык здесь, в общем-то, можно завести. Лично я это не делаю, потому что мне, во-первых, лень, а во-вторых, мне хочется все-таки как-то чуть-чуть, но практиковать свой английский. Вот хотя бы такими банальными фразами, вот the weather, там, либо что-то посложнее, потому что по-английски не каждый день приходится общаться, но вот так вот можно с кем-то хоть немножко поговорить. Что касается материалов и форм-фактор, все-таки это гаджет для дома, который стоит у нас каждый день на виду. Здесь используется фирменная гугловская ткань, которая используется во всех их продуктах. Она очень плотная, достаточно приятная на корпус, и вот самый ее главный плюс, как по мне, она не собирает пыль, она вот у меня уже тут стоит, не знаю, месяца 2, и я ни разу не протирал, и пыли здесь вообще нет, ну каким-то чудом не знаю. И что касается размеров, ее диаметр составляет менее 10 сантиметров, и высота всего 4 сантиметра, и поэтому она достаточно такая вот комфортненькая, поместится, наверное, везде, где угодно в доме. Ну и, в общем-то, такой приятный девайс, и всего есть 4 цвета. Такой вот серый, как у меня, также темный, красный и бирюзовый. По поводу стоимости, где ее можно купить. Официальная цена Google Home Mini в американском Google Store составляет $50, на наши деньги это около 3000 рублей. Тем не менее, если вы живете в любом крупном городе России, это, конечно же, Москва, Питер, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, то вот ее можно купить спокойно на Авито. Лично в Питере у нас достаточно много их предложений, время от времени появляется. Я вот эту колоночку купил всего за 2000 рублей. Но также я видел, что многие магазины, которые торгуют электроникой, время от времени ее завозят, и там стоимость также равняется что-то от 3 до 5000 рублей максимум, в общем-то, в зависимости от того, где вы живете. Все ссылочки на Яндекс.Маркете, если что, я оставлю в описании. Кому я бы посоветовал купить эту колонку? Во-первых, если вы являетесь фанатом компании Google, то ее определенно стоит брать тупо ради коллекции. Но если же вам просто нужна какая-то хорошая колонка на комнату 20 квадратных метров, вы там, не знаю, любите слушать музыку, то колонка также является отличным выбором. Во-первых, она недорогая, всю музыку, практически любую, которая только есть на земле, она транслирует через интернет, через голос, через программы Google Cast, это очень удобно. Но также, если вы хотите потренировать свой английский язык, но стесняетесь общаться с живыми людьми, то вот, это отличная штука. Можно здесь задавать любые вопросы, как раз таки проверять, понимает она тебя, либо не понимает, но также ты тренируешь свой слух на английский язык. Также у меня на канале есть очень подробный обзор уже умного дисплея Google Nest Hub, и там я в деталях показываю и приложения, и все настройки, и они вот практически на 90% идентичны и для этой колонки. Если вам это интересно, переходите, ссылочка будет на это видео в описании, либо же она сейчас выскочит в правом верхнем углу. Если у вас остались какие-то вопросы по Google Home Mini, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях, постоянные зрители знают, что я читаю все комменты и стараюсь на большинство из них отвечать. И, конечно же, огромное спасибо, что досмотрели этот обзор до конца. Увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока.